Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодняшнее заседание Российского организационного комитета «Победа» открывает очень важный, знаковый для нашей страны год. В мае мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. Ее значимость в судьбе России, в характере и ценностях всего нашего народа поистине колоссальны. В знак нашей немеркнущей памяти о событиях Великой Отечественной войны и о грандиозной победе над нацизмом, как символ неразрывной преемственности поколений, 2025 год объявлен в России годом защитника Отечества. Защита Отечества, служение Отечеству во все времена было и остается для нас священным делом. Эти чувства любви к Родине, ответственности за нее объединяют наше общество. Каждый гражданин России вносит свой вклад в сбережение родной страны. Своим трудом, достижениями в науке, культуре, в просвещении, в экономике, промышленности на ратном поприще создает ее уверенное и стабильное развитие на ближайшую и на отдаленную историческую перспективу. И для всех нас примером безусловного патриотизма, конечно же, являются ветераны Великой Отечественной войны. Они главные участники предстоящего праздника. Им, их нуждам, самое пристальное сердечное внимание. Прошу губернаторов, мэров, представителей власти на местах в ближайшее время встретиться с нашими ветеранами лично. Узнать, какие вопросы, проблемы их тревожат, и обеспечить их решение. Также считаю необходимым поддержать инициативу Министерства обороны о наделении всех наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, званием «почетный гражданин» региона, города или муниципалитета. Знаю, что многие уже имеют этот статус, но, повторю, его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках. И отдельно остановлюсь на уже принятом решении. Сегодня подписан указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также и малолетним узникам концлагерей по 80 тысяч рублей, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения по 55 тысяч рублей. Наш долг – делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной. Это важно и для подрастающих поколений. Дети, молодежь должны знать, какие подлинные герои жили и живут рядом с ними, в их семьях, и должны гордиться ими, знать их трудовой или боевой путь. Из понимания его значимости для всей нашей страны, в том числе и рождается сопричастность к судьбе Отечества, готовность его защищать. Так, как в наши дни это делают внуки и правнуки солдат-победителей, участники специальной военной операции. Сегодня обсудим ход реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий. И, конечно же, планы празднования 80-летия Великой Победы. Я прошу глав регионов, общественные организации и органы власти на местах отнестись к предстоящим мероприятиям по совести. Формализм, гонка за цифрами абсолютно недопустим. Память – это прежде всего конкретные дела, начиная от подбора персональных, с учетом возраста и здоровья, максимально удобных ветеранам форматов поздравлений и заканчивая честными, интересными и содержательными проектами, адресованными подрастающим поколениям. Также необходимо тщательно, предметно проанализировать состояние воинских мемориалов, привести в безукоризненный порядок и памятники, и братские могилы, и одиночные захоронения времен войны. Обеспечить их доступность, благоустроить достойно памяти солдат-победителей. Крайне важно смысловое наполнение предстоящего праздника. Уверен, что главной, базовой темой, скрепляющей все мероприятия, проекты, программы, должна стать тема исторической правды.
освещение событий Великой Отечественной войны, основанное на архивных документах, свидетельствах очевидцев, научном знании, имеет ключевое значение для формирования у молодого поколения суверенного мировоззрения и гражданской позиции, самосознания, для выработки опережающей стратегии защиты исторической безопасности, а именно об этом идет речь, нашего исторического суверенитета, год назад был создан Национальный центр исторической памяти. Прошу сегодня доложить, что удалось сделать за прошедшее время, и обозначить планы на перспективу, в том числе по проектам в рамках Года защитника Отечества, который, конечно же, не ограничивается майскими торжествами. Великая Победа вдохновила наш народ на колоссальные свершения, которые обеспечили лидерство, настоящие прорывы страны по целому ряду направлений и приоритетов, включая космос, атомный проект, освоение Арктики, Сибири, Дальнего Востока. И многие из научных и производственных побед были заложены еще в годы войны на тыловых предприятиях, которые бесперебойно обеспечивали фронт всем необходимым. Как вы знаете, 63 города, где были расположены такие предприятия, уже носят почетные звания «Город трудовой доблести». Сегодня рассмотрим еще несколько заявок на получение этого высокого статуса. В некоторых из них, из этих городов, и сегодня успешно работают предприятия, связанные с оборонно-промышленным комплексом. Это Курган, Ковров, Миас, Верхняя Пышма. Многое сделал для помощи фронту Салихард, наш город на полярном круге. Еще один пример – башкирский Ишимбай, а это 25% нефти, добытой в годы войны. 5 авиаэскадрилей и 3 танковые колонны, снаряженные на деньги жителей. Или татарстанский Зеленодольск. Здесь было построено 139 кораблей, создано более 4 миллионов артиллерийских снарядов. Свыше 20 миллионов тонн угля и более 1,5 миллионов рублей в фонд обороны дали фронту жителей Ленинск-Кузнецкого Кемеровской области. Тема трудового подвига, сам образ человека труда должны стать еще одной важнейшей темой мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы. Признание заслуг конкретных населенных пунктов, заводов, фабрик, тружеников тыла – основа формирования у молодежи четкой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести. Это отвечает и настоящим проблемам сегодняшнего дня, задачам по развитию производственной базы, подготовке рабочих и инженерных кадров, обеспечению технологических прорывов. Давайте все это обсудим, перейдем к повестке нашего сегодняшнего заседания. Слово Андрею Романовичу Белоусову. Пожалуйста, Андрей Романович. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, 80-я годовщина Великой Победы – особенная дата для нашей страны, символизирующая единство народа, его силу духа и стойкость. Это не только повод почтить героев, отдавших своей жизни за Родину, но и время еще раз напомнить всему миру о значении тех событий. В честь юбилейной даты Министерством обороны проводится масштабный комплекс мероприятий по подготовке к празднованию. Работа ведется по 5 основным направлениям. Первое. Традиционно центральным событием торжеств являются военные парады. Они пройдут в Москве и еще в 8 городах-героях, а также в 19 городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. В состав парадных расчетов войдут участники специальной военной операции. Как и в прошлые юбилейные годы, в военных парадах предусмотрена историческая часть. Она будет включать пешие колонны со штандартами фронтов, с боевыми знаменами прославленных соединений и наиболее отличившихся воинских частей, стрелковым оружием, вооружением и экипировкой времен Великой Отечественной, а также механизированные колонны исторической военной техники. Для участия в параде на Красной площади приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств. 10 из них уже подтвердили участие,
в том числе 7 стран бывшего Советского Союза. Торжественные мероприятия с привлечением войск пройдут в 370 населенных пунктах. Также российские воинские формирования примут участие в праздновании Дня Победы в Сухуми, Цхинвале, Душанбе и Бишкеке. Второе направление связано с поддержкой участников Великой Отечественной войны. Сегодня в России всего около 7 тысяч фронтовиков. Крайне важно окружить их особой заботой, сделать так, чтобы ни один из них не остался без внимания. 9 мая ветераны займут почетные места на трибунах. Для фронтовиков, которые по состоянию здоровья не смогут принять участие в торжествах, предусмотрены персональные поздравления на дому и в лечебных учреждениях. Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю вас за поддержку инициативы Министерства обороны о присвоении фронтовикам Великой Отечественной войны звания «Почетный гражданин» субъекта Российской Федерации, города или муниципального образования. Также предлагаем руководителям субъектов рассмотреть вопрос размещения именных надписей по месту проживания фронтовиков и провести дополнительное медицинское обследование всех участников войны с привлечением выездных медицинских бригад и предоставлением необходимых лекарств. Третье направление – это организация памятных мероприятий, посвященных Дням воинской славы и важнейшим событиям завершающего периода Великой Отечественной войны. В период с января по май они будут приурочены к датам полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 80-летия Восточно-Прусской стратегической операции, освобождения европейских государств, проведения Ялтинской конференции союзных держав. В июне пройдет общероссийская акция «Свеча памяти» по доставке частицы вечного огня от могилы неизвестного солдата в города-герои, города воинской славы и трудовой доблести. В течение года пройдут памятные военно-патриотические молодежные марши по местам сражений Великой Отечественной, а также концертные туры ансамбля песни и пляски имени Александрова по регионам. Четвертое направление – противодействие фальсификации истории. Планируется провести более 20 международных военно-исторических конференций и других научных мероприятий в России и за рубежом. В апреле совместно с Министерством обороны Республики Беларусь организуем работу третьего международного антифашистского конгресса. Продолжим публиковать материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны, рассекреченные документы о самоотверженных действиях Красной армии. Обнародовать факты о преступлениях и злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников, украинских и прибалтийских националистов. Владимир Владимирович, выполняя ваши поручения, Министерством обороны подготовлено более 250 подлинников раритетных документов Центрального архива ведомства для экспонирования в рамках историко-документальной выставки «Без права на забвение», посвященной 80-летию Великой Победы. И, наконец, пятое, но несомненно важнейшее направление – увековечение памяти погибших при защите Отечества. На текущий год запланировано более 3000 поисковых экспедиций, цель которых – обнаружить неизвестные воинские захоронения и непогребенные останки защитников Родины. Для объединения усилий всех поисковых отрядов считаем важным совместно с поисковым движением России разработать специальную программу поисковых и мемориальных мероприятий. Предлагается максимально привлечь к этой работе школьников и студентов. Результаты использовать в ходе уроков, разговоры о важном. Ввести в учебных заведениях курс о защитниках Отечества, участниках Великой Отечественной войны. По итогам поисковых мероприятий дополнить его новыми фактами и именами героев. В этой связи хочу отметить новгородских поисковиков из отряда «Находка» во главе с Александром Марзуновым, чей опыт необходимо брать на вооружение.
В апреле в парке «Патриот» планируется дать старт всероссийской акции «Вахта памяти-2025» с участием поисковых объединений, юнармии, российского движения детей и молодежи, волонтерского корпуса, военнослужащих и молодежи. Владимир Владимирович, в ходе поисковых мероприятий и архивных работ устанавливаются судьбы погибших в боях и в плену военнослужащих, которые ранее числились пропавшими без вести. Просим вас поддержать нашу инициативу, признавать по фактам поисковых работ таких военнослужащих погибшими при защите Отечества. В кратчайшие сроки в Министерстве обороны будет подготовлен соответствующий приказ. Безусловно, окажем поддержку инициативе движения «Юнармия» привести в порядок почти 6 тысяч обелисков и мемориалов и около 8 тысяч воинских захоронений в рамках международной молодежной военно-патриотической акции «Верни герою имя». В нынешних условиях особое значение приобретает надлежащий уход за российскими воинскими захоронениями за рубежом. Министерством обороны запланированы ремонтно-восстановительные работы на ряде крупных мемориальных комплексов, расположенных на территории других стран. Для увековечения памяти героически погибших участников СВО продолжим работу по зачислению их навечно в списке воинских частей, присвоению их имен юноармейских отрядам, школам и улицам, установке памятных знаков на аллеях героев. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, личный состав Министерства обороны в полной мере осознает возложенную на него огромную ответственность. Для каждого из нас большая честь принять участие в организации празднования этой знаменательной даты. Сделаем все от нас зависящее, чтобы торжественные мероприятия прошли на самом высоком уровне. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Андрей Иванович. Пожалуйста, Красников Геннадий Яковлевич, президент Российской академии наук. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, почетное звание «Город трудовой доблести» – это знак признания больших заслуг наших предшественников в достижении Великой Победы. В прошлом году в Российскую академию наук поступила 31 заявка из 19 субъектов Федерации, 7 федеральных округов на присвоение этого звания российским городам. Наши ученые и историки, члены отделения историко-филологических наук Академии провели большую экспертную работу, в результате которой 27 заявок получили положительные заключения. Из этих 27 заявок хотел бы остановиться на 7 претендентах. Это Курган, Верхняя Пышма, Миас, Ишимбай, Зеленодольск, Ленинск, Кузнецкий и Салехард. В годы Великой Отечественной войны предприятия этих городов награждались красными знаменами Государственного комитета обороны. Подробно остановлюсь на их достижениях. Курган – город, предприятия которого в годы войны увеличили производство боеприпасов и вооружений в 13 раз. Среди выпускаемой продукции были снаряды, мины, ручные противотанковые гранаты, взрыватели. 4 предприятия города за годы войны стали знаменосцами. Промышленность Кургана – это яркий пример консолидации усилий всех республик СССР. Подвиги тружеников тыла. Так, 13 июля 1941 года на территории Курганского машиностроительного завода было размещено оборудование эвакуированного Гомельского завода «Гомель-Сельмаш». И уже 26 августа с объединенного предприятия «Урал-Сельмаш» на фронт ушла первая партия боеприпасов. Другой город, где располагались 3 предприятия, которым вручалось Красное Знамя ГКО, это Верхняя Пышма Свердловской области. Здесь выпускалось более 50% анодной меди от общего производства в стране. А еще работал единственный в стране производитель медного порошка, важнейший для авиа- и моторостроительной промышленности. О значении своей продукции для фронта
на митинге, состоявшем 23 июня 1941 года, точно сказали сами работники завода. Мы хорошо знаем, что каждый килограмм меди, особенно в настоящие минуты, является дополнительным ударом по врагу. Центром автомобилестроения в городе войны стал город Миас Челябинской области, куда была эвакуирована часть Московского автозавода имени Сталина. На ее основе в тяжелейших условиях военного времени был запущен новый Миасский автозавод. И 20 июля 1944 года отправлена на фронт первая партия автомобилей. Всего за годы войны Миасским заводом было выпущено 6800 автомобилей ЗИС-5. Два предприятия Миаса были отмечены красным знаменем ГКО, а Миасский автозавод получал это знамя трижды. Еще один город, по мнению Академии, безусловно, достоин носить звание города трудовой доблести. И это Ишимбай, Башкортостан. Предприятия города давали более 25% всей нефти, добытой в стране в военный период. Каждый третий танк работал на горючем, выработанном из ишимбайской нефти. Также помяну три города, которые в своем арсенале имеют по одному красному знамени Государственного комитета обороны. Несмотря на большой размер и число жителей этих городов, обойтись без их продукции фронт не мог. Среди них Зеленодольск, небольшой тыловой город на Волге. Здесь на Зеленодольском судостроительном заводе номер 340 имени Горького осуществлялось строительство военных судов. За годы войны было построено 117 бронекатеров, 13 противолодочных и 9 речных кораблей, другая военная техника. Главной продукцией завода были бронекатера, имевшие на борту артиллерийскую установку танка Т-34 и 3 башенных пулемета. Некоторые бронекатера вооружались реактивными установками. В Сталинградской битве эти речные танки были единственным средством бесперебойного снабжения Красной Армии, начиная с августа 1942 года и до самого ледостава. Кроме этого, предприятия города выпускали снаряды и корпуса авиабомб. В городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области ключевой отраслью была угледобыча, и 8 угольных предприятий города дали стране более 20 миллионов тонн угля. Среди крупных городских предприятий, появившихся в годы, это был эвакуированный из Москвы завод 220, который наладил производство электрических батарей по заказу Управления Красной Армии. И уже 15 июля 1942 года была выпущена первая партия электрических батарей. Конечно, фронт нуждался не только в вооружении, но и в снаряжении, одежде, продуктах питания. Поэтому будет справедливо отметить подвиг жителей еще одного города – Салехарда. Его предприятия за годы войны выпустили более 22 миллионов единиц консервов, 60 тысяч центнеров рыбной продукции, более 21 центнера пищевых концентратов. Салехардским лесотарным заводом изготовлено свыше 100 тысяч сборных бочек для рыбы. Около 300 тысяч комплектов ящиков для упаковки консервов. Претенденты на почетные звания, которые мы сегодня представляем, это в основном небольшие города. Однако в годы войны они заняли свое значимое место в системе военно-промышленной кооперации. Много сделали для восстановления народного хозяйства. Учитывая вклад этих 7 городов в Великую Победу, глубоко уважаемый Владимир Владимирович, предлагаем рассмотреть возможность присвоения им почетного звания «Город трудовой доблести». Спасибо. Спасибо большое, Геннадий Яковлевич. Слово Якушеву Владимиру Владимировичу, заместителю председателя Совета Федерации, по этой же теме, по городам трудовой доблести. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, «Единая Россия» с самого начала участвует в реализации вашей инициативы по присвоению почетного звания «Город трудовой доблести». С 2020 года мы организовываем голосование в городах-претендентах, помогаем с оформлением документов. Обрабатываем обращения от коллективов предприятий, инициативных групп жителей, советов ветеранов и общественных организаций.
В рамках продвижения заявок проводим в регионах обсуждения, круглые столы, викторины, тематические уроки в школах, автопробеги и другие мероприятия. Мы видим, что такие инициативы сплачивают людей, подстегивают интерес к истории, служат укреплению патриотизма. В городах, которым уже присвоено почетное звание, «Единая Россия» вместе с жителями и Российским военно-историческим обществом ведет работу по определению мест расположения памятных стел. Как правило, предлагается несколько вариантов, и жители в процессе голосования определяют наилучшее место. На сегодняшний день из 63 городов трудовой доблести 43 такие стелы установлены. Буквально перед Новым годом, 25 декабря, открыта стела «Город трудовой доблести» в Подольске, а 12 декабря в Прокопьевске. Вместе с установкой стел проводится благоустройство прилегающей территории, и мы получаем уже достаточно большое благоустроенное общественное пространство. Также во исполнение вашего поручения, Владимир Владимирович, данного по итогам заседания оргкомитета в 2021 году, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в городах трудовой доблести, связанных с подвигом тыла и фронта. Всего на сегодняшний день у нас отфиксировано 45 тысяч таких объектов. И мы планируем, что все они до начала празднования 80-летия Победы будут приведены в нормативное состояние. Вместе с Минцифрой России и Почтой России мы выпускаем почтовые марки, посвященные городам трудовой доблести. Всего в 2021-2024 годах было выпущено 22 такие марки. В прошлом году запущено в оборот 6 таких марок, и они говорят о таких городах трудовой доблести, как Вологда, Дзержинск, Кострома, Подольск, Улан-Удэ и Чита. В день выхода марок в городах проходят торжественные церемонии гашения их. Партия провела большую работу по подготовке и продвижению новых заявок на получение звания городов трудовой доблести. Мы собрали тысячи подписей от жителей, ходатайства органов власти, ветеранских и общественных организаций. С учетом экспертных заключений Российской академии наук, которые озвучил Геннадий Яковлевич Красников, «Единая Россия» предлагает рассмотреть возможность присвоения звания «Город трудовой доблести» 7 городам. Это Кургант, Верхняя Пышма, Ишимбай, Миас, Зеленодольск, Ленинск-Кузнецкий, Салехард. Среди представленных городов есть региональные центры и небольшие города, но всех их объединяет большой вклад жителей в победу. Работа по подготовке и продвижению заявок этих городов была начата еще в 2020 и 2021 годах. От лица жителей, которые агитировали, собирали подписи, голосовали, прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложение «Единой России» о присвоении почетного звания 7 этим городам. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. У нас есть представители Государственной Думы, сейчас вот участвуют в нашей работе. Я думаю, что не ошибусь ни на миллиметр. Все политические силы страны, особенно те, которые представлены в парламенте, все поддержат мероприятия, которые мы намечаем в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И нужно, конечно, все их поддержать. Но, пожалуйста, Цивилева Анна Евгеньевна, заместитель министра обороны Российской Федерации, с сообщением о реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. И в начале своего выступления от лица Фонда «Защитники Отечества», от ветеранов специальной военной операции, их близких, хочу выразить слова благодарности президенту России за решение объявить 2025 год годом защитника Отечества. В 2023 году по указу президента впервые была создана новая структура «Фонд «Защитники Отечества». А в 2024 году для фонда уже началось время уверенного становления и полномасштабной работы, годом объединения, заботы и созидания именно в интересах наших героев, ветеранов специальной военной операции и их близких.
Нам удалось организовать слаженную работу благодаря тесному взаимодействию всех ответственных министерств, ведомств и общественных организаций. Сегодня уже фонд работает как эффективная и слаженная команда, неравнодушная команда, где трудится более 3600 социальных координаторов, в числе которых непосредственно уже 900 человек являются сами участниками специальной военной операции, а также членами их семей. Фонд стал, наверное, настоящей такой большой дружной семьей, где нет чужого горя и чужих проблем. Самым главным показателем качества работы фонда является количество положительно решенных обращений. И на сегодняшний день их поступило 1 960 000 запросов на оказание помощи. 91% уже решены, остальные находятся в работе. Наиболее частыми темами обращений являются назначение мер социальной поддержки, денежные выплаты, получение удостоверения ветерана боевых действий, юридическая помощь. Но после решения первостепенных задач все чаще стали появляться вопросы, которые связаны с будущим наших героев, которые уже реализовались как истинные патриоты и защитники своего государства. А сейчас они хотят продолжить свое служение отчизне уже на мирном поприще. И для них важно оставаться опорой и защитой для своих семей и чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Здесь очень важными вопросами являются вопросы обучения и трудоустройства. Отмечу, что 60% ветеранов, в том числе, которые получили инвалидизацию в результате ранения, остаются работать в периметре Министерства обороны. А те, кто принимает решения о демобилизации, получают новые специальности в сферах IT, агропромышленного комплекса, креативных индустрий, психологии, юриспруденции, медицины. Сейчас уже запускаем программу по обучению инструкторов и тренеров по адаптивным видам спорта, протезистов и реабилитологов. Для этого у нас действует соглашение с образовательными организациями. Также активно в регионах организуем ярмарки вакансий и трудоустраиваем ветеранов на промышленных предприятиях. Взаимодействуем с работодателями по вопросу трудоустройства людей с инвалидностью. Среди демобилизованных около 6 тысяч заявок поступило на получение образования. Из них 35% – это получение именно высшего образования. Более 65 тысяч героев уже трудоустроены. Снизился процент неработающих ветеранов, с которыми мы взаимодействуем. Так, в феврале прошлого года показатель этот составлял 46%. Мы понимаем, что после возвращения из зоны специальной военной операции требуется время на отдых, восстановление здоровья, получение новых профессиональных компетенций. Но теперь, благодаря системному подходу и слаженной работе, процент неработающих существенно снизился и составляет 35%. Теперь хочется отдельно остановиться на медицинской помощи. Медицинскую помощь в ведущих региональных и федеральных медицинских организациях получили более 115 тысяч ветеранов специальной военной операции. Отмечу, что реабилитацию мы стараемся проводить и отправлять наших героев совместно с членами семьи. Это желание самих ветеранов. С апреля 2024 года во всех регионах России при поддержке губернаторов проходит углубленная диспансеризация по модели, которую предложил Фонд «Защитники Отечества». В течение одного дня с организованным трансфером ветераны специальной военной операции получают все необходимые обследования, консультации сразу всех необходимых узких специалистов. Итак, за прошлый год диспансеризацию прошли более 45 тысяч ветеранов специальной военной операции, а психотерапевтическую помощь в филиалах получили более 55 тысяч героев. Большую роль в нашей работе играют социальные меры поддержки. Особенно это касается тех, кто получил инвалидизацию в результате боевой травмы. Например, это адаптация и переоборудование квартир и домов,
Это протезирование. В том числе мы выдаем высокофункциональные протезы, которые не входят в федеральный перечень, а также спортивные протезы и коляски для адаптивных видов спорта. Основная задача, которую мы реализуем сейчас, это сделать протезирование доступным и качественным. У ветеранов должна быть возможность получить протезы быстро и рядом с домом. Сформирована уже дорожная карта, и ряд мероприятий по ней проведены, включая формирование потребностей в кадрах и их профессиональную подготовку. Кроме того, благодаря вашей поддержке, Владимир Владимирович, в список технических средств реабилитации внесены автомобили с ручным управлением, которые дают нашим героям после тяжелейших травм приобрести новый смысл, а зачастую и спасают жизни этих людей, и у нас есть такие примеры. Очень важно, что заработало бесшовное взаимодействие между Министерством обороны и Фондом «Защитники Отечества». Мы помогаем действующим военнослужащим и ветеранам в режиме одного окна. Для этого Министерство обороны России создало военно-медицинский, военно-социальный центр, представительства которого работают во всех регионах и региональных филиалах «Защитники Отечества». Это дает нам возможность оказывать помощь защитникам и их семьям вне зависимости от их статуса. Сегодня поиск пропавших без вести героев требует особого внимания. Фонд «Защитники Отечества» и военно-социальный центр Министерства обороны уже разработали единый механизм согласованных действий для решения этого вопроса. Эта работа ведется при тесном взаимодействии со Следственным комитетом и Министерством внутренних дел. Мы активно взаимодействуем с родственниками. Важной поддержкой со стороны государства стал указ президента о предоставлении ежемесячной социальной выплаты детям, пропавших без вести участников специальной военной операции. Для родных наших героев очень важно, чтобы память об их близких сохранялась и передавалась будущим поколениям. Мы активно работаем по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти героев. Проводим уроки мужества, разговоры о важном, лекции, встречи с детьми, непосредственно с участием самих героев. Более 5000 ветеранов специальной военной операции активно вовлечены в эту работу. Также сотрудничаем со всеми ветеранскими организациями, Комитетом семей воинов Отечества, Ассоциацией ветеранов специальной военной операции. Активно опираемся на поддержку и опыт ветеранов предыдущих локальных войн и конфликтов. Летом мы провели всероссийскую акцию «Служу Отечеству», во время которой около 300 ветеранов СВО стали лекторами Российского общества знания. И кроме того, совместно с Министерством культуры обеспечиваем наших ветеранов, их близких, бесплатными билетами в музеи, кинозалы, театры, на концерты. Считаем, что общественная деятельность, культурный досуг и туризм – очень важное направление для социализации ветеранов. Прекрасно себя показала реабилитация через спорт, когда защитники общаются друг с другом, тренируются, достигают новых высот и результатов. Вместе с Паралимпийским комитетом, Министерством спорта России при поддержке регионов фонд проводит состязания «Кубок Защитники Отечества». Это всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта. А в марте текущего года в Ханты-Мансийском автономном округе Югре впервые проведем Кубок защитников Отечества по зимним видам спорта. В программу войдут соревнования по лыжным гонкам, биатлону, слэдж-хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. Всего в паралимпийском движении сейчас задействовано порядка 2500 ветеранов. Уверена, что и ветеранов специальной военной операции, их семьи нужно активнее привлекать к подготовке предстоящих праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы и участию в них. И в год защитников Отечества предлагаем провести комплекс мероприятий, которые охватят сразу все регионы России, семейную зорницу. Ее основой станут передача традиционных ценностей, знаний, культуры, истории нашей страны, своей родословной, от старших поколений к младшим. Участники продемонстрируют не только физическую подготовку,
но и эрудицию, креативность, готовность прийти на помощь. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать наше предложение и благодарю за внимание. Хорошее предложение, обязательно проработаем. И, конечно, все это заслуживает поддержки. Поработаем все вместе. Пожалуйста, слово Малышевой Елене Петровне, руководителю Национального центра исторической памяти, о проекте «Исторический суверенитет». Пожалуйста, Елена Петровна. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, Год защитников Отечества нас действительно всех объединяет, потому что каждый на своем профессиональном поприще старается сделать Россию сильнее, а значит и защищеннее. Для Национального центра защита исторической памяти – это основное направление деятельности. Причем защита именно в условиях массированной атаки со стороны коллективного Запада по дискредитации нашей страны и по нивелированию ее роли в мировом историческом процессе. И защита этой исторической правды именно с позиции исторического суверенитета, который является непосредственным условием независимости нашего государства. Сейчас в нашем обществе действительно великий запрос на сохранение исторической памяти. Но удовлетворен он должен быть за счет собственных приоритетов исторической памяти, которые базируются на достоверной информации и межпоколенческом диалоге, нашим профессиональным сообществом, чьи исследования будут доступны обществу в очень конструктивных, современных и, главное, доступных форматах, прежде всего для молодежи. Вот основной задачей в этой связи – это, конечно, необходимо сделать такую работу системной. Эту задачу ставит перед собой Национальный центр. Объединить и ведомства, и специалистов, и гражданское общество вокруг именно приоритетов исторической памяти. И, кстати, примеры такой работы, совместной работы уже есть. Это проект без срока давности, который был вами поддержан, Владимир Владимирович. Именно с позиции исторического суверенитета, опираясь на факты и доказательства, нам удалось дать и правовую, и общественную оценку преступлениям нацистов в отношении мирного населения в годы Великой Отечественной войны. И спустя десятилетия, не оглядываясь, что мы кого-то обидим, назвать вещи своими именами и назвать это единственно верным термином «геноцид советского народа». Сегодня проект без срока давности – это уже десятки и образовательных программ, и глубоких научных исследований. Это мемориальные комплексы и акции. Это создание литературных произведений, и есть даже театральные постановки. Это фильмы и документальные, и художественные, и за всем этим стоит миллион людей. Дети, молодежь, которые обрели знания, и общество, в котором сформировалась консолидированная позиция неприятия нацизма в любых его проявлениях, будь то историческая ретроспектива или его современное уже обличие. И единогласное принятие Государственной Думой в первом чтении закона о увековечивании памяти жертв мирного населения, жертв нацистов, это как раз ответ на общественный запрос и реальный вклад в исторический суверенитет нашей страны. Национальный центр уже приступил к реализации целого ряда законодательных инициатив. Кстати, обращу внимание, что жертвами геноцида, тем самым мирным населением, которое погибло от рук нацистов, является большая часть потерь в годы Великой Отечественной войны. И Национальный центр сейчас создает книгу памяти, ведет реестр мест захоронения, составил карту иных памятных мест. Вот все это мы видим как цифровой архив, цифровой музей геноцида советского народа. И вся информация, все данные, которые тут будут аккумулированы, главное, они доступны каждому и в любой точке нашей планеты. Но речь идет не только о виртуальном пространстве. В ходе проекта без срока давности собрана колоссальная база материалов. Но самое главное – это те артефакты, которые не оставляют никого равнодушным.
И в этой связи, Владимир Владимирович, мы просим поддержать нашу инициативу совместную с правительством Ленинградской области по созданию музейно-мемориального комплекса в Гатчине, в Гатчинском районе, как раз рядом с тем мемориалом мирным жителям, который вы открывали в прошлом году. Вот за этот год этот мемориальный комплекс стал местом памяти и местом притяжения. Вот все это целостная система исторической памяти, которая наполнена конкретными смыслами. Владимир Владимирович, когда год назад вы поддержали создание центра, то поставили задачу выработки опережающей стратегии, способной противостоять атакам извне. Вот нам представляется, что такая стратегия как раз и есть исторический суверенитет, который при этом объединяется как на уровне смыслов, так и предполагает объединение усилий, объединение ресурсов. И Великая Отечественная война, да и Вторая мировая война в целом раскрывает очень важный ряд таких исторических приоритетов, а главное понимание значения России в мировом процессе. Среди них, прежде всего, это определяющая роль нашей страны в победе над нацизмом. Кстати, не очень-то признаваемый Западом даже в эпоху так называемой дружбы. Или освободительная миссия Красной Армии, а не оккупация Восточной Европы, в которой нас так пытаются сегодня убедить. И есть еще целый ряд положений, каждое из которых, используя опыт коммуникации проекта без срока давности, должно стать твердой мировоззренческой позицией нашего общества. Приоритеты исторической памяти должны основываться на глубоком научном знании. Это однозначная позиция. И сейчас в рамках реализации задач по технологическому суверенитету очень большое внимание уделяется научным лабораториям. Но такие лаборатории нужны и для обеспечения исторического суверенитета. И в этой связи еще одна инициатива, уже совместно с университетом Сириус, это создание специальной магистерской программы по исторической памяти, которая исходила бы из сложной и прежде всего междисциплинарной структуры этого очень важного условия нашей исторической безопасности. Просим поддержать эту инициативу, потому что уверены, что она положит начало формированию собственной национальной научно-педагогической школы исторической памяти и будет способствовать появлению научным исследованиям в этой области. При этом, конечно, важно не только создавать контент, а важно еще, чтобы он отвечал национальным приоритетам и, главное, обеспечить его интеграцию во все стороны, во все сферы жизни общества. И мы много работаем с разными организациями, учреждениями, которые создают и хранят такой исторический контент, в том числе с Госфильмофондом. И сейчас уже найдены километры уникальной кинохроники, как нашей, так и трофейной. Большинство эту кинохронику никто никогда не видел. Так вот, мы должны обеспечить возможность и доступность этого контента в общественном пространстве, конечно, на безвозмездной основе, для того, чтобы он был использован, этот контент, и в школьной программах, на школьных площадках, и в экспертном сообществе. И эти институции не являлись заложниками ресурсов и, как правило, платного скачивания контента. Национальный центр совместно с Госфильмофондом готовы приступить к реализации этой задачи и к созданию центра хранения визуального контента, который обеспечил бы, с одной стороны, сохранность, а с другой стороны, доступность. И, конечно, нам нужна очень ваша поддержка, соответствующее решение правительства Российской Федерации и, конечно же, профильных ведомств, Минцифры и Минкульта. Просьба дать им соответствующие поручения. Еще один очень важный момент. Как мы знаем, оценка событий и представление о них формируется за счет окружающего нас пространства. Так это пространство тоже надо соответствующим образом формировать. У нас, безусловно, есть памятники, мемориалы, связанные с Великой Отечественной войной, посвященные нашим героям и бойцам, но очень мало тематических территорий. А именно такой формат сегодня востребован молодежью. Национальный центр готов
помочь регионам в их создании, проработать и концепцию, и сами проекты, тем более, что опыт такого взаимодействия уже есть с Калининградской областью. В самом западном регионе нашей страны, в очень символичном месте, скоро появится парк скульптур «Спасенная Европа». Это, по сути, наш ответ западным странам, которые снесли мемориальные комплексы, памятники нашим воинам, осквернили тем самым их память тех, кто освобождал их же страны от нацизма. Планируется открытие этого парка уже в этом году, 8-9 апреля, в день взятия Кенигсберга, и, конечно же, мы всех приглашаем. Исторический суверенитет опирается не только на событиях прошлого. И, как вы сказали, Владимир Владимирович, необходимо учитывать преемственность поколений. И именно в рамках года защитника Отечества Национальный центр выступает еще с одной инициативой. Потому что исторический суверенитет – это и понимание своей миссии сегодня, в тех событиях, которые происходят, и те моменты, те факты, которые необходимо запечатлеть, и запечатлеть именно вот в реалии, в моменте. Я имею в виду, безусловно, специальную военную операцию. И Национальный центр предлагает приступить к созданию народного цифрового архива истории и участников специальной военной операции. Отмечу, что эта инициатива пришла буквально с передовой от поисковиков, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Она поддержана с нашими ребятами, их родственниками, близкими, которые понимают, что сохранение живой истории сейчас обязательное условие того, чтобы потом эта история была написана объективно и правдиво. Проект очень большой, его реализовать, как и проект без срока давности, можно только все вместе, объединив усилия. Есть поддержка, мы тесно работаем с Министерством науки и высшего образования, Фондом «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов специальной военной операции, со всеми неравнодушными организациями, которые уже сегодня приступили к сохранению этой живой памяти. Но здесь, конечно, нужна помощь профильных ведомств, это и Минобороны, и Минцифры, и, конечно же, Росархив. Вот такими общими усилиями реально мы можем обеспечить исторический суверенитет уже в будущем, для того, чтобы никто не переврал историю сегодняшнего дня. А такие попытки есть, и мы о них прекрасно знаем. Владимир Владимирович, в заключение позвольте вас поблагодарить искренне, как профессиональный историк, за то особое отношение к сохранению традиционных ценностей и исторической памяти. А главное, за ту твердую позицию, которая для нас является приоритетом в понимании исторического суверенитета. Спасибо. Спасибо большое, Елена Петровна. Вам спасибо, вам, вашим коллегам, тем, кто работает в Центре исторической памяти, за вашу работу и за предложения, которые были сейчас сделаны. Обязательно над этим поработаем. От многих ведомств, учреждений поступают предложения использовать находящиеся и в их распоряжении архивные документы. Конечно, все, что мы делаем в этой сфере, должно быть основано на документах. И это будет делать нашу позицию просто обоснованной, а будет именно ярко показывать роль и значение Красной Армии и Советского Союза в целом в деле победы над нацизмом. Будет утверждать ту самую историческую память в интересах которой и работает Центр исторической памяти, который вы возглавляете. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, у нас выступило 5 человек, но в нашей сегодняшней работе принимает участие гораздо большее количество коллег. Если есть необходимость что-то добавить, что-то скорректировать, внести предложение, пожалуйста, прошу вас. Да, пожалуйста. Прошу, Госдума. Да, депутат Госдумы генерал Шаманов. Да, пожалуйста. Возглавляя Российскую ассоциацию героев, хочу сказать, что у нас в ближайшее время будет юбилейная дата, 45 лет ввода советских войск в Афганистан.
И большое количество ветеранов, особенно спецподразделений, которые принимали участие в штурме Дворца Амина, так называемого, проявляют инициативу. В частности, о присвоении звания Героя России полковнику внешней разведки, кавалеру ордена Ленина Турсункулову Рустаму Хаджету Рудихожаевичу. И второе, о чем хотелось бы сказать, незримая связь сегодняшних участников спецоперации показывает схожесть с ситуацией, которая была во время Великой Отечественной войны. В частности, есть обращение генерал-лейтенанта Дятлова Владимира Васильевича, это известный артиллерист, инспектор военной академии артиллерийской в Санкт-Петербурге, где группа товарищей представлена, как они сегодня, являясь ампутантами, продолжают службу в вооруженных силах. Вот хотелось бы, вот эти документы мы могли бы передать Сергею Владимировичу Кириенко для оценки вот, на государственном уровне, чтобы товарищи, которые там представлены, были рассмотрены на предмет присвоения звания Героя Российской Федерации. Владимир Анатольевич, передавайте, пожалуйста, всю имеющуюся у вас информацию, может, в администрацию передать. Мы с вами созвонимся, переговорим по этому вопросу отдельно. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Угу. Пожалуйста, коллеги. Все. Хочу всех поблагодарить за то, что было сделано. И огромная просьба, как я уже сказал в вступительном слове, понятно, это праздничные мероприятия, тем не менее, они для нас в сегодняшней ситуации имеют большое смысловое значение для укрепления наших внутриполитических позиций, имею в виду внутриполитических, именно воспитания, прежде всего, молодых поколений в духе патриотизма и в укреплении единства общества имеют колоссальное значение. Каждый из нас это прекрасно понимает. Поэтому прошу относиться ко всем намеченным мероприятиям, связанных с 80-летием победы в Великой Отечественной войне, неформально, самым серьезным образом. Содержательная работа должна быть содержательной и нацеленной на получение, на достижение конкретных результатов и задач, которые мы перед собой ставим, и о которых сейчас только что говорили выступающие. Большое спасибо, всего доброго, будем держать обязательно с вами эту работу на постоянном контроле. Всего хорошего, благодарю.